прилетает и мне в голову бьет. А он мне вторкнул нож. Я говорю, так если я сейчас вызову скорую, привет, мусора, Мадейн жопа. Прилетел. Сломал мне челюсть. Ну что, мы снова в лесу, и у нас снова истории люди леса, которые живут в лесу. Юлька Басурка. Так, не ругаемся. В гостях мы у Юли. А это не ругать. Я даже не знаю, как это видео снимается еще тогда, когда я приезжал. Я расскажу просто, а то люди не поймут. То есть дом недостроен. Снимается ролик тогда, когда я привез стройматериалы, когда мы его решали достроить. То есть еще даже нет пристройки Чечни, а то люди не поймут. Я потом сниму ролик, где дом достроен, а потом Юлю в недостроенном, и как это получается. Короче, Юля, добрый вечер. Привет. Вот. Сегодня нарядная, красивая. В Да. новом практически доме, так? Да. Вот как-то обделали, доделали. Но еще не до конца. Надо еще обшивать. Ну, понятно, фронт работ большой. Да. Ну, кое-как сделали. Да. Ну вот, кровать постелили, коврики постелили, кресло поставили, чтобы не мокло. Ну, это хорошо. Ну, хоть крышу, чтобы могла Ленка к нам зайти. А потом Лене уже будем делать Сбоку, пристройку. А, Будем... Подожди, Саш. Будем кухоньку пристраивать. Оу! Только в землю цепь не загоняй. Но. Так. Что у нас? У нас с тобой уже было знакомство, было первое видео, у тебя очень много, кстати, людей посмотрело, да? У нас 2 видео было. Вот, и как бы вот столько интересных вопросов. Слушай, мне вообще больше всего, знаешь, что само, что интересует. Я вот уже много чего узнал, как бы так поверхностно, да? Ты жила с неким молодым человеком, которого звали Леша, правильно? Вот. Да. Экс-футболист. Как это? Экс-футболист — это бывший футболист. Я понял. Он играл за Динамо Минск, за Молодечно. Ничего себе. Смотри. Да, вот... у него 75 игр. Ты его любила? Поначалу, да. А потом он тебя бил. Да. Такая была веселая любовь. Да. Юля, ты рассказывала, что даже бывало, что ночевала в строительном вагончике в каком-то, работала уборщицей, да? Не в строительном вагончике, а в бытовке. В бытовке. И, ну, когда бил, ну, то есть ты уходила или как это происходило? Как вообще? Он меня просто выгонял. Среди ночи выгонял. Я в подъезде ночевала. В какой момент это вот все закончилось окончательно? Помнишь, как это было? Может, день этот помнишь? Ссора из-за чего, может, произошла? Ну, день не помню, но когда я работала в ЖЭСе, Угу. он начал меня попрекать, то, что, ну, как я обязана лицо, Угу. я же на ребенка Элементы платишь. алименты. Да. То, что у меня высчитывают, денег ему не хватает за квартиру платить, пожрать купить, Угу. то и сё, блин. А он тогда работал грузчиком на Ждановичах. Угу. Ну, на этом, на оптовом рынке. Типа, иди со мной работай. Да, хорошо. Раз съездила, 2 съездила, 3 съездила. Все, за прогул на работе. Меня на сутки. Вот так я и узнала свою свалку. Ты попала сюда на сутки первый раз. Да. И тебя привезли сюда отрабатывать, правильно? Да. Вот это произошло твое первое знакомство со свалкой, правильно я понимаю? Да. Я понял. Вот мне самое интересное было, как ты узнала про свалку. Хорошо, ты отбыла сутки, ты вернулась к нему потом? Да, он мне на сутки привез вещи, мыльно-рыльное. То есть он тебя поддерживал? Ну, коим образом? Ну, типа того, да. Как мог.
А что же случилось тот злополучный такой вечер, вот когда он тебя выкинул с дома? Ну, потому что Ссора я, была... я ему сказала, блин, говорю, меня посадят, Мгм, мне нужно работать. мгм. Он сказал, его не ебет, Мгм. пиздуй со мной на Ждановича, блядь. Короче, вы поругались на этой почве, правильно? Я поехала с ним на Ну, ты Ждановича рассказала. Или это уже после суток опять было? после суток. После суток опять это Да. было? Ага. Он получил за 2 дня 400 рублей. За двоих за вас. Нет, за себя. А мне... Ему, короче, по 200 рублей платили, ну, Мгм. за день. Хорошо, ты знаешь, неплохо такие зарплаты. А мне по 250 Как это? за переборку, блин. Ты сейчас говоришь о каких-то нереальных ценах. М, В день 250 рублей тебе платили? Да. За переборку? Чего? Да. Что ты перебирала? Золото? Извини за юмор, но просто реально, это ты чего? Ну, просто разные хозяева. Мгм. Он У забрал нас- эти деньги? У нас был нормальный хозяин Расул. Мгм. С Азербайджана, по-моему. Он не вопрос. Вот обед, приходят клиенты, ну, покупатели. У меня люди кушают. И я их беспокоить не буду. Обалдеть. Молодец. Все. А мы у него были на переборке эти... Слушай, я, извини, поправлю. Может быть, 25 рублей? Ладно, все, отстал. Еще 1000 были. А, старые деньги. Ну, А, ну, 250, все, я понял. А тут ты меня в шок начал вгонять. Короче, как этот вот вечер, когда тебя выгнал? Что, из-за денег поругались? Или ты не в помнишь? общем, нет, все я прекрасно помню. Приехали домой, Мгм. ну, со Жданович, с рынка. Ну, сходили в душ. Рассказывай. Я там ужин приготовила. Мгм. Рассказывай. Рассказывай, ничего. Но. Все, присели в комнате. Ну, я включила телевизор, потому что футбол у него начинался. И? Ну, сели ужинать. По рюмочке ляснули. О. И тут слово за слово я говорю, я пойду покурю. А он не курит. Никогда в жизни не курил. Я говорю, пойду на кухню покурю. Он на меня начал, блин, бухтеть. Типа, задолбала ты со своей курилкой. Я говорю, я на кухню иду курить. Я дверь на кухню закрою и форточку открою на кухне. Покурю форточку. Да, хорошо, кури. Я пошла курить. Проходит, ну, минут 5, наверное. Прилетает и мне в голову бьет. Ё-моё. А не, соврала. Я купила себе тогда майку на Ждановичах новую. Он мне вторкнул нож в лопатку. Да ты что? Да. Торкнул нож мне в лопатку. Я стою дальше курю. Достаю нож с лопатки. Я говорю, гандон. Я говорю, ты мне майку, блин, порезал. Вызывай скорую, вызывай милицию. Я говорю, так если я сейчас вызову скорую, привет, мусора, и тебе будет мада инжопа. Ну, а как? Ну, правильно.
Я говорю, я не свинья, блин, как ты. Мгм. Я говорю, я тебя сдавать не собираюсь. Любовь. До Иди, крышки. присядь. Все нормально, не переживай. Я говорю, я тебя сдавать не собираюсь. Потом, что у нас приключилось? Жили мы на сельхозпоселке. Мгм. Тоже меня, блин, поорал, покидал, выгнал. Я ушла, блин, ну, к товарищам, блин. Мгм. Сидели, блядь, ну, выпивали, блядь, плачу. Мне обидно, блин. У меня тоже там, ну, на поселке Алена тоже была подруга. На, Юлька, что такое? Я говорю, ну так и так, отпиздил. Она говорит, ну давай посидим, выпьем, покурим. Прилетел. Сломал мне челюсть, блин. А, Вот. До сих пор зубов нету. в какой момент ты решила от него уйти? Ну, точнее, он тебя выгнал. Сейчас я скажу. В 16 году. Он сам выгнал или ты ушла? Ну, мне как бы заколупало, что он меня бьет и выгоняет Мгм. периодически. Я решила с Сашей сойтись. Ну, а ты уже как-то посещала свалку, я так понимаю, или как? Да, ну, я ж когда, ну, первый раз... На сутках, когда была? Ну, на А сутках. ты уже познакомилась с Сашей тогда на сутках? Да. Да? То есть вы как-то Да. были знакомы уже? Да. Мы друг за дружкой ходили, Ага. сюсю ля-ля. Любовь истории со свалки, короче, началась, да? О, видишь как? Ну, типа того. Подвеселела хоть немножко. Про того так тяжело, ты так с камнем таким говоришь слово через слово. А тут про Потому Сашу что- сразу засмеялась. Такая, чик, любовь со свалки. Раз. Потому что Сашка это моя радость, моя душа. Это та история, где с Милым и Рай в шалаше. Да. Моя половинка, мое сердце. Так вы, Юль, тут уже сколько лет-то с Сашей? По факту. Ну, 16 года. Пипец. Ну, это да, это 8 лет. Ну, там домик построили. Не, ну я видел, большой, нормально было, тепло и хорошо, в принципе, нормальная дача, можно так сказать, была, пока не поломали. Да. Все завидовали, вот и, наверное, назавидовались. Да не, ну ты же сама понимаешь, что стройка потом началась. Нет, просто, Витя, знаешь, А думала, ну давай. просто газ купили, аккумуляторы купили. Аккумулятор один купили, Мгм. а два нашли. Ну, Ну да. на валу. У нас и на кухне аккумулятор был, ну, как бы и свет, блин. Мгм. В комнате был свет. В комнату мы покупали аккумулятор, платили 139 рублей. Ну да, немало. Хочется жизнь поменять. Хочется свое жилье. Просто, ну вот, Но у тебя просто его никогда не было. Ну так получается. как бы не было. Было? Ну там где-то мама, где-то сожитель, ты рассказывала. Все равно, где-то жила вот с человеком, который тебя бил, терпела, потому что жить негде. Нет, я же родилась в собственном жилье, блин. Ну, скорее всего, в родительском, если быть точным. Ну, да. Ну, ты же рассказывала, что, грубо говоря, в 90-е Отжали, отжали да. просто. Всё. Отжали, маме ноги перебили, и папе помогли разбиться на машине. Да. Когда он... Витя, если бы ты знал моего папу, он с закрытыми глазами ездил на всем. Он мог собрать, разобрать все. Полностью.
Я у него была первый водитель. Ну, как? Потому что у моего папы была явушка-старушка. М, И он меня всегда с садика На Яве. забирал. Да, на Яве. Я на этом... Как это херня? Коляска? С коляской была, нет? Не, Не, на баке. на баке, да. На баке. Да. Юлька, садись. Нормально. Все. Что? О, прикол сейчас расскажу. Меня в первый класс, когда взяли в школу, я ж левша, а левой рукой писать нельзя. Мне учительница этой деревянной указкой дала по руке. Да ты что? У меня рука посинела. Прихожу домой, а что в первом классе? Там же эти корявки, за корявки Мгм. дают задания. Я прихожу домой, папа такой на меня говорит, дали задание? Я, да, с этим портфелем. Мгм. Говорит, ну так давай, делай. Я, о, руку показываю, оно у меня синее опухшее. Пипец. Он, ну все. Кто? Я говорю, училка. Батька завтра на свою яву садится. А у меня еще фартануло, как сейчас помню, моя любимая директриса Алла Филипповна, бабушкина подруга. А бабушка это папы мама. Мгм, мгм. И Алла Филипповна, она мне всегда лелеяла, хотя я гадина была, левша. Папа приезжает. Кто моего ребенка обидел? Меня за руку тянет, за правую. Показывай руку. Кто это сделал? А имела неосторожность меня взять подопечность зауч младших классов. Мгм. Как это ее? Тамара... Ну-ну-ну. Как-то... Ну, неважно. Она потом крестилась, перекрестилась, блин. Короче, отец построился. Да. Правильно. И все, училка сказала, хай пишет хоть ногой. Во как. Главное, чтобы писала. Короче, Юлька, мечтаешь о собственном жилье. Да. Пока что тут в лесу. Ну, пока хоть как-то. Слушай, ну а надо что-то начать делать. Ну, так видишь, как-то что-то делаем. Ну, это не совсем... Ну, это собственное жилье, но не совсем, наверное, то, о чем ты мечтаешь. Нет, так естественно. Свалка, она что же Как-то не вечная? и- Да и мы не вечные. Ну, тогда, как нам сказали, мы еще года 2 здесь. Хорошо. А вот вам сейчас на двоих хорошо получается зарабатывать? Ну так вот, если вдвоем идете на работу, Витя, сейчас вот, как занимаемся стройкой, ну понятно, если без стройки, Не не берем доработаешь. стройку, хорошо. Сейчас достроитесь, вообще так. день на день не приходится. Ну, полтос сможете заработать. Вдвоем. День на день не приходится. Бывает и больше, бывает и меньше. А не пробовали как-то начать откладывать на съемную квартиру пойти? Я просто как не спрашиваю, понимаешь, мы то приходит вот Кто, как кто Лёша тормозит, с ты или Наташкой. Саша? Лёша с Наташкой, блядь, приходит, блядь, Не ругайся. Ну. знает, что у нас появилась денежка, Мгм. возьмут и сопрут. Что ж вы такие, неосторожные? Да, осторожно. Ну, знаешь,
так повернешься. Не за всем усмотришь. Да. Скоро зима. Да? Тут тяжковато. Но благо печка будет. Ну, да. А я заберу свою печку. Я отдал на сохранение. Кому? Ну, А, в камеру не буду но. говорить. Ну, есть, да, печь какая-то есть. Да. Ясно. Что у нас было до Мгм. этого? Ты думаешь, вернут? Да, Может, он уже сказал, сдали на на то? сохранение стоит. Да. Просто надо А. обратно же заплатить. Да? Выкупить? Ну, Ё-моё. ну, Тяжко жить в лесу. Ты ты вот первый раз, когда ушла от своего, пришла в лес к Саше, да? Как для тебя после квартиры вот тут так? Это не я пришла к Саше. Саша к тебе? Саша ко мне пришел. Ну а так для тебя это было прям как тяжко так, ну в диковинку в какую-то ли? Ну, Или ты уже прям была готова? естественно, было, тяжковато. Как бы ни условий, Ничего. ни помыться, как говорится, ни поссать, ни посрать, Как сейчас приходится вообще бороться с гигиеной? Помыться так же. Греем воду, влажные салфетки. Все это имеется. Не просто, но возможно. Естественно. Ну вот как домик построили. Ну, что можно, как говорится, тазик поставить, Мгм. погреть воды и помыться. Ну да. Ладно, не буду тебя долго мучить. Мы как-нибудь еще вернемся к беседе. Будут какие-нибудь куча вопросов, я думаю. Давай Интересно. еще о чем-нибудь побалакаем. Еще о чем-нибудь побалакаем? Понравилось тебе? Да. Ой, Саша там, он, наверное, аккумулятор уже у пилы усадил. Пойдем смотреть. Нормально, блядь.